Доброе времени суток гостям канала, друзьям, подписчикам. В этом небольшом, надеюсь, видео я расскажу о сверлильном станке. Этот станок заказанный для немецкого рынка, завод Топтех. Завод, чем знаменитый, делают там не только сверлильные станки, там делают станки и фрезерные, токарные, станки ЩПУ. То есть такой хороший заводской Китай, можно сказать. Внизу в описании будет ссылка на магазин, где я покупал. И распаковывать я не буду. Сам иногда смотрю и думаю, ну распаковка, ну вытащил там то, третье, седьмое, скрутил. Так, и особое внимание заостряю на патрон. Он тоже этой же фирмы. Патрон такой увесистый. Вот он по сравнению с ладошкой. Диаметр его примерно 50 миллиметров. Да, не получится короткий обзор сделать. Так, его диаметр 57 миллиметров. И смотрю, они идут там внутри, читаю я, пластиковые, но смотрю, по-моему, везде металл. Патрон сделан очень качественно. Регулировка идет. Так. Вот что-то смотрю, написано максимальная 4000 RPM. Здесь написано оптимум. Так, и что интересно, он от 0 до 16 миллиметров. И я сейчас вам кое-что покажу. Сейчас сведем кулачки. Интересные кулачки. Да, такой патрон, наверное, в интернете стоит 1000 с чем-то гривен. И смотрим. Кулачки сжимаются в ноль. То есть, если вы установите туда сверло 0,5 мм, оно его спокойно зажмет. Так, это я еще не вскрывал. На многих моделях он идет черный. Но здесь вот именно... Почему? Потому что сам магазин позиционируется как опти. То есть, там, я смотрю, вся продукция этой фирмы. Так, смотрим ручку. Рукоятка сделана то ли алюминий, то ли сплав алюминия. Рукоятка легкая, но ручка очень удобно. Рука лежит очень удобно в ручке. Ручка не прорезиненная, а резиновая. Очень удобная, кстати. Так, это я еще не вскрывал коробку. Ну тут, в принципе, дальше... Да, обязательно покажу толщины стола, толщину стола, куда крепится колонна. Так, ну и основание, где мои линейки. Основание у нас от 6 миллиметров толщина до 8. 8 у нас здесь, где колонна. И внутри какие хорошие ребра жесткости. Это один-единственный минус, с которым я вот такие ребра жесткости примерно по 13 миллиметров. И идет на нет до 4 миллиметров. Так, и вытащил я столик. Ну, стол, конечно... Килограмм, я не знаю, 5-6, наверное. Такой массивный. Массивный, конечно, стол. Тоже имеет угол поворота до 45 градусов. Шкала вот. Здесь у нас болт на 17. А это его нижняя сторона. То есть толщина его примерно миллиметров 7-6. И вот такие ребра жесткости. Не знаю, пустотелые они, наверное, даже нет. Хотя, да, пустотелые. Вот они.
И на этой стороне даже не могу понять. Он так как-то отлит. Ну, короче, одним словом, стол массивный. Смотрю, отверстия сквозного нет. Придется, наверное, сверлить. Потом Т-образный паз для тисков. Да, и смотрю, что-то одна сторона немного тоньше. Почему? Ну, такая отливка, наверное. Ну, я думаю, его мне будет достаточно сверлить профиля, уголки. Да, массивный стол, конечно. Внутри механизм для подъема. Все в смазке. Так, идем дальше. Сейчас, наверное, тоже бензином здесь все протру, пока суть до дела. Да, друзья, и колонна превзошла все мои ожидания. Я тоже думал, миллиметра 2 будет. Так, обнуляем. 4,5 миллиметра. Диаметр 60 миллиметров, а толщина 4,5. В той модели, которую я смотрел, Workman 12 D5, там было 2 миллиметра, 2 с чем-то. В 2 раза толще колонна и фрезерная работа. Вот я еще болтики не прикрутил, но она стоит идеально. Точно на своем месте, без всяких люфтов, без всяких колебаний. Так, добрались мы до шкивов. Шкивы металлические. Плюс было вот таких 2 болтика, чтобы крепить станину к столу. Болты на 8, длина 13 сантиметров. И сейчас вкратце покажу, как осуществляется переброс ремня. Здесь у нас вот такой барашек. Мы его отворачиваем. И двигатель. На другой стороне он у нас крепится вот на таких 2 ушках. То есть перекидать удобно. Можно сказать, одним нажатием. После того, как перекинули, чуть-чуть отводим назад и зажимаем барашек на свое место. Возникла небольшая проблема с посадкой зажима для столика на вот эту зубчатую рейку. Значит, я, так как инструкция вся на немецком, я там посмотрел рисунок, высмотрел, как она правильно стоит. То есть вот эта сторона, которая без зубчиков, она идет вверх. И, значит, 2-сантиметровая идет вниз. Ну и я установил, снял сначала столик, смазал. Кстати, здесь не было смазки. Наложил туда смазки. И давай одевать. Ну и так легонько пробую, оно не получается. Я опять пробую, не получается. Смотрю, закусывает. А одевается она просто. Сначала заводим сюда вовнутрь. И все. И чтобы зубы попали на шестеренки. И вот, в принципе, и все. И устанавливаем. Все, оно на своем месте. Поджимаем колонну, точнее к колонне, и сейчас я покажу. Все работает, все движется. Остается только установить кольцо сверху. Вот оно. Вот этой выборкой вниз. И поджать ключиком.
Так, станок я установил. Сейчас остается прикрутить на 2 болта, которые были в комплекте. И хочу показать столик. Здесь у меня есть такая поверочная линейка самодельная. Класс точности примерно 4-5. Ну, посредине она, я смотрю, она не шелохнется. Ну, можно сказать, что стол ровный. Стол, значит, проворачивается вокруг колонны на 360 градусов. Плюс у него есть поворот вот такой. Тоже практически вниз. И на 17 болтик, который мы поджимаем, выставляю строго в центр. Так, смотрим. Так, это у нас, сейчас скажу, скорость 900. Вот такой звук. Сейчас покажу, как идет сверло. Так, и самое главное, друзья, в этом станке — это угол по отношению к столику. Тот, который с лицевой стороны до оператора. Потому что этот угол еще можно как-то выровнять столом. Слева и справа, поворачивая стол. Но если нет перпендикуляра спереди и, естественно, с этой стороны, то весь станок можно забраковать, так сказать. Со временем может разбиться район шпинделя и пиноли, если нет угла. И, естественно, отверстия, которые будут сверлиться, они не будут иметь перпендикуляр. То есть для точных работ станок без угла между столом и сверлом не подходит. И еще пару слов о пиноле. Значит, на полном вылете люфта нет. Плюс регулируется, здесь у нас есть вот такой болтик с прорезом под отвертку и гайка на 13. Если со временем образуется люфт в пиноле, можно его выбрать вот этим болтом. Так. Ну, в принципе, все, остается поставить защиту и включим, испытаем его на мощность двигателя, что тоже очень немаловажно в любом сверлильном станке. Предпоследнее, что это лимбы. Так, сейчас я наведу. Ага. Так, ну здесь принцип такой. Допустим, вам нужно, чтобы сверло не зашло дальше 10 миллиметров. Выставляем наших 10 миллиметров. И с этой стороны зажимаем резьбу. Патрон дальше 10 миллиметров не заходит в заготовку. Удобная функция. И опять откручиваем, устанавливаем на 0. Для тисков видео будет обзор отдельный. А я сейчас иду принесу металл, сделаем отверстие и испытаем сам двигатель. Двигатель здесь такой не маленький, в районе, сейчас скажу сколько примерно, в районе 20 сантиметров диаметр. Ну и для тех, у кого станка сверлильного вообще никогда не было, и это первая покупка. Прежде чем сверлить
толстый металл, ну, например, вот 10 миллиметров, то сначала нужно пройти тонким сверлом, ну, примерно 5 или 6. И еще одно, если металл советский вот такой, его желательно немного болгаркой снять, вот эту окись ржавчины, потому что вот этот район, где ржавчина, примерно здесь полмиллиметра, может немного меньше, самый твердый участок. Это во избежание затупления ваших сверл. Так, ну и естественно, керн, чтобы засверлиться, нужно ударить керном ровно в то место, куда будет заходить сверло. Так. Сейчас я это сделаю. Есть. Кстати, керн сделан из такого материала, что он может лопнуть, так что осторожно. Интересные мне пришли тиски, я тоже покупал в этом же магазине. Получается, вот я ложу заготовку, да, и она никуда не уходит. Здесь как бы бортик, потом внутри здесь еще один борт, и плюс сверху для вертикальных отверстий вот такие 2 паза. 900 оборотов. Да, благодаря экрану. Ну, я вам скажу, идет как в масло. Уже почти на выходе. Все. Так, и сейчас меняем сверло. Так, и сейчас я делаю еще одно отверстие. Тоже 10-е сверло. Но только без... Жму в среднем. Ощущается, как сверло постепенно заходит в металл. И сейчас будет уже на выходе. То есть 500 ватт вам будет достаточно, чтобы сверлить 10-й металл. Ну, в принципе, в хозяйстве, ну, от силы может у кого-то. Хотя 20-й металл, я не знаю, десятки мне хватало на гриндер. Ну, там была одна пластина, по-моему, 16 миллиметров. Так, и последнее, сейчас попробуем, как нагрелось сверло. Ну, градусов 50, может больше. Двигатель. Да, двигатель вообще холодный. Вообще холодный, конечно. Это радует. Так, ну и в принципе все. В комментариях спрашивайте, что вас интересует. Ну, а я буду на этом заканчивать.
Доброе времени суток. Сегодня у нас на обзоре станок Optimum B17 Pro. Вот так он выглядит. Вот его узлы. Завод делает Топтех, а название немцы себе как бы придумали Optimum. Колонна, двигатель 500 ваттный. Замер биения шпинделя на сверлильном станке Optimum B17 Pro. Полторы-две сотки. Отличный результат.